Всем привет! Грохотала рейка. Стуки были с левой стороны. Заменил рейку, покупал новую. Старую рейку. Пришла старая рейка по пробегу где-то около 80 тысяч. Сейчас покажу, из-за чего старая вышла из строя. Внутри на валу была ржавчина под пыльниками. Вот такая вот фигня. Все в ржавчине. Яблоки эти тоже в ржавчине. Попала вода. Вода попала через дырочки в пыльнике. Видно вам. Здесь вот две дырочки. Тот, кто у меня рейку восстанавливал, он разбирал, вот смотрел, помечал. Вот вторая рулевая тяга. Тут такая вот трещинка. Видно вам, не видно? Тоже самое. Но тут еще не так все сильно ржаво. В общем, на 80 тысячах где-то я снял свою рейку, ну примерно там 80, не помню. Поставил новую, покупал вот эту вот рейку. За эту рейку отдавал, не помню, вроде 18 тысяч, там что-то такое, может чуть побольше, потому что брал еще там запчасти. В общем, сейчас покажу. И проездил я на этой рейке чуть поменьше года. И где-то пробег у этой рейки 10-12 тысяч. И вот что с ней стало. Тоже застучало, загрохотало. Думал, может, не в рейке дело, рейка-то, потому что новая стоит. Полез сразу перебирать, там все и резинки, и опорники. В общем, все перебирал. Дошло дело до рулевых тяг. Хотел заменить. Поехал на замену рулевых тяг, а мне там пыльник сняли, чтобы тягу открутить. И говорят, у меня болтается вот этот вот вал. И, в общем, там механик рукой шевелил и говорит, там все вообще, все, и говорит, пыльник вот этот снял, и потекла вода. И, в общем, вот что здесь творится. Это вот так вот выглядит это яблоко. Там тоже куски ржавчины. Ржавчина такая конкретная. Вот где по шлицам этим ходят. Этот весь механизм тоже все ржаво. Это вал. Видно, что вот он свеженький. С этой стороны тоже все ржаво. Вот это яблоко, сказали, уже подразбито. Болталось в этой стороне. И вот. Эта рейка вот все прошла 10-12 тысяч. Хомуты все были на месте на пыльниках, когда смотрели. Слетевшие ничего не было. Причина вот такого вот всего, сказали, попадание воды. Ну вот, я не знаю, надо подробнее пыльники эти снимать, смотреть, растягивать. Но пока я не наблюдаю на них ничего такого. В общем, и стучало в ноги, отдавало, где педали, стучало сильно. Потому что когда я подъезжал к другу, он говорит, что чуть-то стучит, даже он на улице стоявший, слышал, как грохочет. И грохотало именно с левой стороны, и был такой звук, как било железо об железо. Вот. Отдал свою старую рейку, которая стояла родная, на установление. Ее установили, и вот заменили, поставили восстановленную, а это вот надо тоже попробовать, может, на установление отдать. По логотипам, по всей этой фигне, короче, как оригинал. Все, и родная рейка, все то же самое. И вот родная рейка, вот это наконечники с этими, с рулевыми тягами, это вот от родной рейки стояли. Их тоже снимал и уже
ставил новые рулевые тяги и новые наконечники. Наконечники вот эти что-то дорогие вышли, новые. В общем, восстановление рейки обошлось 2500, плюсом 2500 замена. Ну и вот эти вот тяги, я не помню, сколько они стоили. То ли, ну, в общем, покупал и тяги отдельные, и наконечники. Сколько это все по деньгам вышло, я не помню. Ну, короче, грубо говоря, к десятке она обошлась, эта рейка. Еще менял эти косточки, тоже вместе с этой рейкой ставили эти косточки, 10 тысяч. Но они тоже им финиш этим косточкам настал. Такого вот образца эти косточки. Вот это, кстати, не откручивалось, пришлось ее оттуда выламывать, зажимать. И как бы если косточки будете менять себе, то лучше возьмите эти трековские или другое какое-нибудь, посмотреть аналога, где, короче, вот здесь вот есть под ключ будет, можно ключ подставить, зажать и открутить, потому что вот здесь, опять же, под торекс, под эту, под звездочку, они, блин, их, короче, еле открутил, потому что все это псивит, туго идет, шар этот прокручивается, звездочка этой тоже особо не подлезешь, особенно где снизу к стойке стоит. Вот, лучше, если вот сами меняете, конечно, лучше взять, чтобы под ключ уже было, чтобы в следующий раз быстренько поменять их. Вот, такие вот дела со стуком с левой стороны. И опять же поменял рейку, восстановили, чуть покатался. И опять какой-то вроде стук слева опять появился. Не знаю, скоро буду смотреть, снимать пыльники, как там обстоят дела с установленной рейкой. А восстанавливали, в общем, как мне сказали, в этом месте стоят два подшипника. И, в общем, вода была... В этом месте стояла вода на полвала воды там было в старой рейке. И здесь вот снизу стоит тоже подшипник. И меняли... Один подшипник какой-то из этих меняли, второй подшипник разрабатывали, потому что второго подшипника, как сказали, не найти было, не подобрать. Шлифовали вал от этой ржавчины. То есть, ну там видно, он гладенький, хороший, шлифованный вал. И вытачивали капролоновые втулки. Как я понял, они где-то в этих местах по краям стоят. В общем, причина стука, как объяснили, на валу попадает ржавчина, и потом с этой рулем, когда крутишь, вал ходит туда-сюда, и этой ржавчиной стирают эти родные втулки, а они там тоненькие, маленькие, вот, и они быстро стираются, и из-за этого получается люфт этого вала, и, следовательно, идет стук уже. Это вот как мне объяснили. Но новые втулки уже выточили с запасом. Вот посмотрим, как поведет себя данная конструкция установленная. Но это тоже, думаю, отдать тоже на установление. Или потом продать, или пусть будет на запас. Скорее на запас, потому что новую рейку поменять, там ценник вообще бешеный на эти. Причем она без гура, без всего, обычная рейка и дорогая. Так что следите за пыльниками, чтобы не повторялась подобная ситуация. Вот, кому понравилось видео, ставьте лайк. Кому, может, полезным было, подписывайтесь. Все, всем спасибо.